Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня и всегда проект «Устная история» о том, как представители русского языка и русской культуры переселяются и адаптируются здесь, на территории Кыргызстана. И с вами ведущая я, Алена Маслова. Сегодня мы поговорим с Андреем, узнаем, чем он занимается и что новенького произошло за последние несколько лет, когда он живет здесь, в Кыргызстане. Здравствуйте! Здравствуйте, саламатсызбы. Саламатсызбы, да, это уже по-кыргызски. Расскажите немного о себе, Андрей. Я уличный музыкант, уличный артист. Здорово, очень Вот. интересно. У нас это такое уникальное эксклюзивное интервью. Да. Родился в России, в Самаре, в городе. Всю жизнь проживал там. Никогда не думал, что буду жить в другой стране. Вот. Вы сразу выбрали Кыргызстан или сначала приехали в другую страну? Ехал я по Казахстану, но ехал прямо в Кыргызстан, потому что у меня были знакомые, которые несколько раз уже сюда ездили, и я от них получил хорошие отзывы о Кыргызстане, и поэтому мой выбор, я буквально 2-3 людей спросил, кто куда едет, кто где бывал. Они говорят, мы в Кыргызстане, едем туда, там классно. Интересно. Когда переехали, сразу ли удалось решить вот бытовые какие-то вещи, снять квартиру, подготовить документы? Как проходила рутина? Первое время было немного тяжело, потому что я с собой немного денег взял. Вот. Первое время я даже жил, можно сказать, у друзей бесплатно. Они меня приютили. Вот. А потом уже я пошел, договорился с местным торговым центром недалеко от дома, торговый центр Аларча, и там начал петь. Они мне разрешили, я им показал видео из Самары, как я выступаю. Они говорят, ой, классно, давайте вы у нас будете тоже выступать. И все. Я начал получать донаты от слушателей. Я пошла денежка, и я смог уже оплачивать квартиру. И мы также вместе с друзьями живем, просто мы одну квартиру снимаем на 2 семьи. Распространенный случай, у меня как раз тоже и коллеги, и знакомые так живут. То есть вообще вот эта культура, это не co-living, конечно, я бы не сказала, но это такая культура, когда люди сплачиваются, да, вместе в рамках какого-то совместного устройства быта, она вот среди нашего русскоязычного комьюнити здесь распространена, я заметила. Вы говорите, что вы из Самары. Есть ли еще какой-то друг из Самары здесь? Вы видели вообще здесь других людей, которые тоже из Самары? Иногда мои знакомые самарцы приезжают сюда. По своим личным целям, и посмотреть, попутешествовать. Ну и, конечно, это те же самые ребята, которые также мне и посоветовали Бишкек. Какое это ощущение увидеть самарца, увидеть земляка, находясь в другой стране? Очень приятно, очень приятно, да, прям потому что, особенно когда я выступаю на улице, пою, у меня концерт, кругом незнакомые люди, и вдруг какой-то самарец пришел ко мне на концерт, который и в Самаре тоже ко мне приходил на уличные концерты. Потрясающе. Конечно же, это такое очень теплое чувство. Расскажите немного о том, чем занимаетесь. Это очень интересно. У нас сегодня в студии гитара. Необычно. И для наших слушателей сегодня, видимо, будет небольшой концерт. Мы очень ждем. Спасибо. Как вообще проходит ваше выступление? Как вы их организуете? У меня много аппаратуры. Всю я ее вожу с собой на машине. Я сюда приехал на своей машине, на русской. Вот. Сначала я приезжаю на место, где буду выступать. Где-то 30-40 минут все раскладываю, устанавливаю и подключаю. У меня хорошее такое мощное оборудование. Вот. Даже освещение вечером ставлю, чтобы прям это видно было хорошо. Потом я где-то 3-4 часа выступаю. У меня концерты проходят по заявкам зрителей. Зрители смотрят список песен у меня в Инстаграме, либо по QR-коду сканируют, смотрят большой список песен, которые я могу исполнять, репертуар, около 400 песен. Выбирают то, что им нравится, и подходят, я бесплатно исполняю песни. А донаты — это люди от души просто. Кладут, у меня коробочка, написано «На мечту». Ребята, подписывайтесь на Инстаграм, потом можно всегда, конечно, узнать, да, где-то в комментариях. Или скажите свой Инстаграм, как он называется. Инстаграм
Основной инстаграм андрей.импульс. Мгм. Там у меня уже 38 тысяч подписчиков. Здорово. Это Большая местный аудитория. инстаграм, я его здесь завел, Мгм. и получилось, что у меня здесь музыкальная карьера даже лучше пошла, чем в России. Вообще Там есть фишка, удивительно. изюминка своя, да. Андрей.импульс. Подписывайтесь, ребят, на Инстаграм. А расскажите про фишку и про изюминку, в чем она выражается. Когда я начал выступать на улице, у меня же репертуар весь русский. Я даже английских песен у меня там буквально 2-3 штуки, потому что языки мне как-то со школы еще сложно давались. Вот. И я начал выступать здесь еще в ноябре 22 года, буквально как приехал через 1,5 месяца. И люди подходят, местные, кыргызы. Кыргызча, знаешь, умеешь? Я говорю, пока нет, пока нет. И вот 10 раз ко мне подходили, и я уже говорю, а какие песни? Ну вот у нас есть Амирбек Атабеков. Вы послушайте. Я говорю, хорошо, буду слушать. Сдержал слово, начал дома включать Атабекова, несколько песен, которые мне очень понравились, и по кругу их слушал. И потом хожу дома, готовлю там еду, завтрак или еще что-нибудь. И кечки бишкек напеваю. Потом азар хайда. Ну, я понимаю, что я какие-то строчки из песни уже запомнил, могу их воспроизводить. И, конечно же, пришел к мысли о том, что я могу всю песню выучить. И вот я около 2 месяцев учил песню, потому что все-таки сложно, незнакомый язык. Учил фонетически, то есть я перевод песни знал в общем, но когда я пою, я слова не понимаю конкретно, фразы, слова. И выучил песню именно фонетически, знаете, как в детстве мы на память английские песни запоминали, что-то напевали, вот так же и с кыргызскими песнями. И вот я вышел на улицу, и когда я впервые спел «Кечки Бишкек» на улице, попросил друга, вот с кем живем, заснять на камеру, и как раз было много народу вокруг меня, им всем так понравилось, они прям аплодировали. Все это видео я залил в Инстаграм, и с этого начались подписчики. По поводу слушателей кыргызских более чем понятно и так здорово. Это действительно уникальное интервью, потому что у нас часто бывает вживание в культуру, допустим, в плане языка. Вот Вадим, например, говорил, да, что там татуировку набил, и символы учит, и кыргызский язык учит, это интересно. А вот сегодня мы имеем дело с тем, что действительно русские переселенцы адаптируют свои навыки, свои умения, в том числе под выражение кыргызской культуры. Это действительно потрясающий опыт, и спасибо за то, что вы рассказываете. Кыргызские слушатели, мы поняли, а есть ли кыргызские друзья? Как-то удалось ли социализоваться, подружиться? Конечно же, уже есть ребята, с кем иногда общаемся, и есть даже сейчас у меня прям команда друзей. Я не думал, что это в интервью быстро подойдет к этой теме, вот, но вот сейчас есть у меня даже команда ребят, которые мне помогают писать песни свои на кыргызском языке. Это и интересно. мы готовим уже первую песню к выпуску, уже записали ее. Вот. Есть ли у вас музыкальные альбомы, где можно послушать творчество, площадки? Или вы Вот еще я сейчас? всю жизнь сколько? Я с 2014 года уличный музыкант, уже, получается, 11-й год я пою на улице, и я всегда практически исполнял чужие песни. Мои песни у меня есть, я их очень редко пою на русском языке, они не выпущены официально, ну, просто я где-то их как-то выкладывал немножко. Иногда, кто знает, что у меня есть мои песни, они такие: ой, Андрей, спой свою песню на улице. Но это редко происходит. Вот. А на кыргызском языке вот только-только будем выпускать, тогда и появится где послушать. Интересно. А вы обычно писали и продолжаете писать на русском, да, вот свои песни? Мало. У меня Мало. есть, я раньше писал, там, в школьные годы у меня была своя рок-группа. Оттуда еще начиналась моя музыкальная Да, я очень понимаю. творчество. Понимаю. Вот. Это у нас тоже была подростковая рок-группа, тоже несколько. Классно. Да, правда. Сначала мы занимались металлом, у нас была группа Norfolk, потом мы занимались разными жанрами, от металла до популярного рока, и в итоге пришли в ска-панк. В общем, это было, это был просто такой качественный, я даже не знаю, насколько это качественный скачок, потому что металл-то это тоже качественная, хорошая музыка, но это, скажем, такой эмоциональный переход, наверное, да? Я прекрасно понимаю, потому что сам я, у нас был поп-рок такой,
что тогда было? Ранетки тогда залетели, помните, да, на телевидении. И вот они вдохновили создать свою группу, этот сериал, да. Я создавал, и было что-то такое поп-роковое. Потом я свою двоюродную сестру пригласил быть барабанщицей в моей группе. Она у нас играла, и потом они параллельно с девчонками создали группу, и они в металл ушли, и тоже и в скапанку шли, вот ты говоришь, а я вспоминаю. Да. Здорово, интересно. Как вы пришли к идее уличных концертов? Ведь это очень оригинальный жанр, это не каждый может делать. Да, я как раз где-то в 2009 году я закончил школу, поступил в университет. Закончил я, кстати, университет железнодорожный, и по образованию я инженер-электрик. Трамвай, троллейбус и метро. Понятно. И когда я туда пошел, музыка ушла куда-то на второй план. Разные из моих одноклассников, кто были в группе, разные университеты, разные дела, и как-то мы разошлись. И музыка немножко ушла из моей жизни. Я даже смотрел свои песни, которые я там когда-то писал, думал, что за сопли я там писал, поэтому я, собственно, их редко исполняю. Вот. И как я к музыке, да, пришел. И уже когда я закончил университет, это был 2014 год, я понял, что я не вижу себя ни электриком, ни слесарем где-то там, да, там же карьерный путь нужно пройти. В общем, и наемным работником по найму тоже как-то не хотелось. Я понимал, что я куда-то иду не туда. Вот. И тут одни хорошие друзья, можно сказать, люди с хорошими намерениями по отношению ко мне посоветовали мне, говорят, иди выйди в парк, попой. Вот. Я просто взял гитару, и с этими же ребятами они сели на лавочке, а я на улице раскрыл чехол и час попел песни. Мне накидали тогда за час 800 рублей. О, это вообще и это хорошо. было, да, очень хорошо. Я понял, что если я 2-3 часа попою, я могу зарабатывать столько же, сколько люди на обычных работах, но при этом я буду в музыке, я буду в творчестве. И таким образом вот я туда пришел. Это интересный опыт самозанятости и вообще идея вот такого, с одной стороны, как бы отчуждения от бюрократии немножко, да, ведь когда ты самозанят, ты, по сути, ну, сам ведешь документооборот, ты как бы сам распределяешь, можно сказать, свой бюджет в том числе. С одной стороны, натолкнуло меня на вопрос о других формальностях. О формальностях обживания здесь, в Кыргызстане. Расскажите, когда вы приехали, вот с чем вы сталкивались в плане документов, в плане, может быть, какой-то бюрократии? Было ли легко сделать, например, регистрацию? Может быть, вы визаране ездили, хотя здесь нет визы, да, но, может быть, вы делали визы в другие страны? Нет, визы в других странах мне нет. Значит, достаточно легко все было. Просто мы с человеком, у кого снимаем квартиру, поехали в ЦОН, быстро сделали регистрацию. Ну, там предварительные были, ПИН получить. Ну, вот. Казалось, что будет сложнее, ну, вроде как быстро все получилось. Потом, когда я начал зарабатывать на улице донаты, они у нас же не облагаются налогами, но меня начали звать на свадьбы, на тои, и я выступал на кыргызских свадьбах, там по 300 человек я впервые свадьбы начал видеть. Вот. И, конечно, эти доходы, они уже, можно сказать, коммерческая деятельность. Тогда я начал патент покупать на каждый месяц себе. Вот. Ну, немножко было сначала непривычно. Открыть его было вроде просто. Я как-то за 2 часа все сделал. Особо очередей даже не отстоял каких-то. Неудобно каждый месяц его было продлевать. Что-то иногда забывал, иногда еще что-то. Да. И потом, это был 23-й год, можно сказать, когда я начал активно выступать и открывал патент. Потом он как-то резко подорожал почти в 2 раза. И было такое, что нужно было 5200 сом в месяц платить. Вот. Я столько не зарабатывал, чтобы было выгодно его платить. Я стал задумываться в сторону ИП, и вот в этом году я уже открыл ИП. Сейчас даже в конце прошлого года я открыл ИП, сейчас как индивидуальный предприниматель. В общем-то, не столкнулся я с бюрократией какой-то такой. У меня было легко, даже когда я открывал ИП, у девушки в окошке в налоговой возникли какие-то трудности. И, в общем, она у одной спрашивает, у другой спрашивает. Не могли никак прям открыть мне ИП. Что-то какая-то галочка не нажималась. И меня прям к начальнику налоговой в кабинет отправили. А та, оказывается, моя подписчица.
Они уже слышали, видели Да, это меня. Быстро все мне помогли. Потом, какие вопросы у меня были, я уже не в очередь, я уже туда в кабинет, ну, заранее в WhatsApp там пишу: здравствуйте, я могу к вам подъехать, у меня вопросы там по заполнению декларации и все такое. Да, конечно, приезжайте. Вот. Интересно, и спасибо, что поделились, потому что этот опыт очень ценен, именно открытие ИП, да, вот нам никто так подробно не рассказывал, а ведь действительно этот вопрос часто бывает среди представителей нашего сообщества. У меня такой же путь абсолютно, то есть я сначала делала 3D-тур, съемку 3D-тура, я занимаюсь медиапроизводством, и получается, что сначала мы работали через патент. То же самое, патент где-то просуществовал 2-3 месяца у меня, и потом я просто поняла, что надо открывать уже ИПшку, и такой же абсолютно путь, только мы брали регистрационного агента, и под ключ получилось где-то 5500 сом. Ну, в общем, довольно комфортно. Ну, да. нам просто надо было быстро, нам надо было в течение 3 дней уже открыть, потому что уже был заказ под это дело. Вот. Ну, то же самое, да. То есть Знаете, суета вся в голове. Когда да. думаешь, надо сделать то, а потом вроде как на листочек выписал, в первое дело сделал, второе дело сделал, и как-то все быстро. В общем, в голове страшнее, чем когда идешь и делаешь. Это правда. Вот спасибо за это действительно очень важное наблюдение, чтобы организовывать рутину в эмиграции. Нагрузка на систему, да, на человека как систему возрастает, потому что нужно и новый язык учить, если ты принимаешь решение его учить, и в новой среде адаптироваться. И действительно, то, о чем говорит сейчас Андрей, это полезное наблюдение, не бояться делать, потому что многие сталкиваются со ступором. Вот я, в частности, тоже часто, когда мне нужно что-то делать, мне в голове это представляется, да, сон разум рождает чудовищ, мне представляется это как неподъемное какое-то предприятие, но стоит только записать это на листок или просто начать делать, стресс сразу же спадает. Это правда. Однозначно. Было страшно мне первый раз идти вот в торговый центр Ларчу, в администрацию, просить, можно ли у вас выступать. Я думал, если мне откажут, то все, я буду нищим, мне придется искать работу и так далее. Хотя места много, где можно спросить, но насколько это большая проблема в голове. Да. И когда я к ним спустился, поздоровался, сказал: я такой-то, такой-то, оттуда, давайте я вам покажу видео. Ну, хорошо, что у меня было видео из Самары. Вот. Я показываю, ребята прям улыбаются. И... Это очень интересно. Я вот поддерживаю опыт, который вы сейчас осветили. Спасибо, что вы о нем рассказали, потому что вот это закулисье, да, часто не видно. И действительно, не бойтесь пробовать, ребята. Вот у меня тоже случай у брата. Он играет на саксофоне, и он тоже хотел выступать в кафе, ресторанах и на улице. И он просто попросил администрацию одного из ресторанов здесь: а можно я приду и запишу промо? Потому что у него не было ролика, вот как у вас из Самары, он говорил о том, что мне нужно представить какие-то работы. И администрация без проблем его пустила на час. Мы сняли промо-ролик, потом его смонтировали, и теперь он его рассылает по миру и ищет контракт. Вот работа саксофонистом в другой стране. То есть это да, хорошая идея. Да, так что спасибо, это твой опыт действительно очень важен для ребят, которые сейчас подумывают начать свое дело и вообще попробовать что-то новое в эмиграции. Это всегда хорошая идея, потому что новая страна, новые возможности. Вот сегодня вспоминали про Степана Джаратмана. Да. Вот Степа, один. привет тебе. Да, Вадим, привет тебе. Я вас посмотрел в интервью здесь. Да, Степа, Вадим, привет, ребят. А вообще все, кто тоже уже были на интервью, привет. И все, кто нас смотрит, дорогие зрители, спасибо, что вы с нами. Почему я вспомнила? Потому что, по-моему, Степа сказал в своем интервью, что я когда приехал сюда, я как будто стал новым человеком. То есть все, что я до этого не мог попробовать, какие-то ограничения, они сразу ушли, потому что идентичность поменялась. Она просто переконструировалась, и вместе с этим переконструировался мой взгляд на возможности. Конечно, было такое в начале, поначалу, когда я приехал, как-то страшновато. Потому что совсем новые люди, новый город, он как-то казался мне большим, как будто бы даже как-то давил на меня, я выходил гулять. Но постепенно, и вот когда я решился на этот шаг, когда мне дали разрешение, я понял, что я здесь становлюсь своим. И когда я спел песню Мирбека Атабекова на улице, и то, как люди это восприняли, просто все улыбались,
я понял, я знаю, как, как я буду здесь дружить с народом. Расскажите о том, как вы, скажем так, строили здесь свой быт по новой, да, эту систему. Было ли это легко? Нужно ли было не делать множество повторений? Потому что бывает такое, что люди рассказывают, что мы, например, стали делать, потом не получилось, второй раз пришлось сделать. Вот были ли какие-то такие моменты? Или все прошло относительно гладко, вы просто гладко так спокойно социализовались и продолжили делать то, что Я делали? думаю, что мой опыт до этого в России, уже получается 7 или 8 лет в России Мгм. выступлений, Мгм. он дал мне вот этот буст в Мгм. том плане, что я, как только получил первое разрешение, я сразу понял, что я смогу здесь Мгм. реализоваться, я смогу здесь стать своим. Ну а быт, я к нему уже привык. Мгм. И Мгм. также та же самая деятельность. Мгм. Разумеется, она непростая деятельность, потому что 3-4 часа выступать на улице — это очень непросто. Да. Народу бывает то пусто, то густо. Мгм. Когда народа нету, я стою и думаю, я никому не нужен, Мгм. мои песни никому не нужны. Мгм. Потом народ подваливает, я говорю, нет, думаю, ну все хорошо. И так вот эти они качели, они присутствуют каждый день. Голос сел, а надо выступать, потому что, ну, денежка, она же всегда нужна. Мгм. У меня и работа, и хобби, они как бы склеены, Мгм. и трудно оторвать одно от другого. Мгм. Когда я морально не хочу идти выступать, мне это... Календарь говорит, скоро квартплата. Мгм. Плюс у меня ипотека в России, плюс у меня кредиты в Мгм. России, Мгм. плюс ко мне прилетает супруга. Мгм. Больше времени она здесь проводит, час Мгм. в отъезде. Мгм. Вот. Все это нужно здесь жить, обеспечивать, выплачивать, а также нужно еще откладывать денежку и что-то начать накапливать. Да. Несмотря на тот быт, который происходит, все равно удалось ли, например, съездить куда-нибудь, что-нибудь посмотреть? Да, Ларчу? Аларча раз 10 уже был в национальном Здорово. парке с Мгм. друзьями, прям первые полгода-год, очень часто. И когда к нам прилетали наши знакомые друзья, мы их постоянно в Аларчу вместе тоже брали гитару, Мгм. ходили. Мы далеко не ходили, максимум до Разбитого сердца. Вот. Весело проводили время, где-то там, где можно было, шашлыки жарили, помню, ну, не доезжая парка. Вот. Был на водопаде Кигити, который был в Аламединский горы, где 12 каминов, там тоже мы ходили. На горнолыжке мы были, не катались, просто гулять сюда ходили. Много где были, я не все названия запомнил. Вот. Мгм. Еще я знаю, здесь есть горнолыжная база Акташ. Она прям вообще где-то на верхотуре. И мы один раз были, но летом. То есть мы не катались, естественно, не был ни сезон. Но вот само вот это расположение практически, ну, конечно, не на вершине горного хребта, но, скажем, у подножья, да, гор, которые в том числе потом поднимаются наверх и становятся уже заснеженными. Мгм. Это, конечно, ну, такое впечатление очень необычное. Расскажите про ландшафт Самары. Я в Самаре не была, хотя мы делали Только автопробег. что эта мысль появилась, как раз и вы Мгм. ее это подвели, Да, подвели. У меня была здорово. мысль сказать Мгм. такой интересный факт. Здесь многие кыргызы не так часто ходят в горы, и некоторые даже, может быть, и ни разу-то и не были. И то же самое происходит и в России, в той же Самаре. У нас есть Жигулевские горы в Самаре. И я там ни разу не был. Мгм. Мгм. Хотя они величайшей красоты тоже. И высокие, и зеленые, и горы есть заросшие лесом. Ну, в общем, все очень красиво, по фоткам только видел. Мгм. А приехав сюда, я и тут побывал, и там побывал, и здесь. И на Иссыкуле я, конечно же, был в рамках работы. Меня одна компания ездила туда на корпоратив, и меня с собой на 3 дня взяли. Соответственно, я и с супругой, мы и на Иссыкуле побывали, и повыступали, и это. И вот по поводу ландшафта, да, у нас тоже есть свои горы, есть свои красоты, которых я практически не видел, видел только проездом, потому что у нас есть красивые места, где можно по дороге ехать и наблюдать слева горы, справа горы.
Вот. Но именно в самих горах я в какие-то походы, экспедиции очень мало ходил. В школе, когда я ходил в кружок гитары, у нас был как раз авторский бардовский клуб. И вот в рамках этого клуба мы ходили, ну, допустим, в Березовую рощу, жили там неделю в палатках. У нас есть в Самарской области Грушинский фестиваль. Да. Очень классный фестиваль, на который съезжаются десятки тысяч людей. Разбивается лагерь из тысяч палаток, может и десяток тысяч палаток. На воде ставится гитара, и это является сценой. И на сцену выходят артисты именно в среде авторской песни. Олег Митяев. Да. Да? Андрей Баранов, Царство Небесное, очень хороший гитарист. Действительно, если хотите, посмотрите его веб-сайт, потому что он виртуозный гитарист. Он записал свой альбом «Мама Кабо», и известный саундтрек можно слышать в фильме «Участок», сериал «Участок», ну, мы знаем, с Безруковым, да, вот там есть гитарные соло, они как раз принадлежат Андрею Баранову, и он был завсегдатаем или завсегдатаем. Ребят, какая литературная норма, да, напишите в комментариях. Вот, Грушинского фестиваля. Поэтому очень уважаю, очень интересно. Вообще культура бардовской песни мной, например, горячо любима, и уже не терпится скорее перейти к действительно музыкальному оформлению. Может, что-нибудь бардовское. Да, прекрасно. К музыкальному оформлению нашего интервью сегодняшнего. Но прежде давайте обсудим то, что Андрей сегодня принес в том числе на интервью головной убор национальный, кыргызский. Да. Этот колпак мне подарила местная знакомая, общая знакомая, с которой мои знакомые также из России были уже до этого знакомы. И когда мы приехали, у нас уже были тут местные знакомые кыргызы, которые тут живут. И, кстати, первый раз я пел «Кечки Бишкек», песню Атабекова. Вот у нее в гостях, у нее там была мама, сестра, муж. И то есть первый раз был не на улице, а первый раз я у них дома спел просто под гитару, вот это было первое видео. И она мне подарила этот колпак. Мне сказали, что он мне очень идет. Да, правда, да. Вот. Но из-за того, что я люблю прическу делать, я его редко ношу. Но иногда я прям даже по настроению могу на улицу выйти. Люди улыбаются, здороваются со мной, говорят, как мне идет колпак. Вот такая интересная история, в том числе и у головного убора, которую мы сегодня обсудили. Давайте перейдем к музыкальной части. Это так интересно, и я думаю, что много композиций мы сегодня сможем услышать самых разных. Это же, конечно же, породит новые вопросы, которые мы зададим в конце интервью. Да. Хорошо. Добавлю еще, что вот, например, кто-то заметит у меня ногти нарощенные. Это обязательно тем, кто много играет на гитаре, ногти свои стираются, поэтому приходится делать жесткое вот это наращивание для того, чтобы бить по струнам. Они отрастают, и поэтому какой-то период еще пройдет, и я их заново обновлю. То есть это шеллак, да? Ну, что-то типа шелак, очень что-то жесткое, да, именно для наращивания это интересно. Ногтей. Когда мы играли, понятно, мы-то не использовали, как не очень профессиональный музыкант. Медиатор, да. И еще были вот такие когти, как у гитариста, да, тоже на пальцы надеваются, такой коготок. На большой надевается, да. Ну, это для разных стилей. Я играю на акустической гитаре, и если я бы играл медиатором, сложно некоторые, в общем, вариантов меньше становится, что я могу сделать с кистью. А здесь мне, если резко перейти на перебор, мне нужны все пальцы. Куда я буду девать медиатор, куда-то его быстро и резко вставлять, тоже неудобно. Тут каждая секунда на счету. И поэтому я когда-то, сначала их поначалу там в 16-17 году клеил пластмассовый сам, и потом уже дошел до того, что начал ходить к мастеру по маникюру. Вот это профессионализм, друзья. Это уникальная у нас возможность посмотреть, как работает музыкант, который дает уличные концерты с практически 10-летним стажем. Круто. Я думаю, уже 10 было, 11-й год пошел. Ребята, с 11-летним, да. Спасибо большое. Так, ну что ж, я потихонечку буду переходить. У меня есть для вас маленький подарочек.
Подарок? Да. О! Я сегодня по пути к вам распечатал кружечку. Здесь написано Андрей Кочевник. Андрей Кочевник — это мое новое имя, и это второй Инстаграм, который я здесь сейчас завел. Это как раз то, что я сказал в начале, что познакомился с ребятами. Эти ребята не из мира музыки, они из мира обычного классического бизнеса, но они очень творческие. Один из них художник, Шерский у него, да, фамилия, или это его псевдоним, фамилия. Может, да. Вот. И они решили создать лейбл, и я там первый у них артист. Потрясающе. Мы вот как раз с ними пишем, создаем мою историю, ну, можно сказать, мою настоящую историю, превращаем в песни. Будем писать песни для всех кыргызских праздников, для всех свадеб, для всех проводов, для встреч людей в аэропорту и для проводов даже людей, кто в эмиграцию, да, кто в работу уходит. Вот это да. Будем объединять через песни народы, людей, дарить красивые, приятные песни, красивую музыку. Потрясающе. Это вам. Спасибо большое. Ребята, ну вот эта программа «Максимум». Спасибо, так приятно. Андрей Кочевник. Да, давайте следить за проектом и наслаждаться музыкой. Спасибо большое. Спасибо огромное. QR-код, Здорово. к сожалению, не сканируется, потому что я сделал пробную печать, куда сегодня заезжал. Да, это даже более ценно, потому что самая это первая самая кружка. первая, да. Да. На стадии MVP всегда приятно получать подарки, потому что это самое, что ни на есть настоящая Давайте история. посмотрим, как в кадре я попадаю. Давайте. Может быть, мне чуть-чуть назад или боком повернуться. Ну что, начнем тогда с той, с чего я начинал когда-то в своей музыке. Это бардовская песня. Отлично. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Куплетик хватит? Потрясающе. Вот. Браво. Спасибо. Чон Рахмат. Я пока кыргызский язык не учу, а учу песни. Через песни мне проще понимать вот то, как он звучит, и мне нравится, как он звучит. Я прям получаю удовольствие от этих вот букв, которых нет в русском языке, от н. Вот эти буквы очень приятно, когда получается произносить, и то, что когда люди мне говорят, что у меня там акцент все лучше и лучше, и практически не слышно русского акцента. Теперь кусочек песни Мирбека Атабекова, с которой я тут стал популярный. Чуть-чуть пониже, чтобы не кричать. Кечки Бишкек, мен көргөм тагдырга болдун себеп. Музгайланган көңүлүм дартына жобуң керек, жобуң керек. Азыр кайда айтчы мага. Бакытка балкыган, жеңдүнүм чалкыган жаным. Жалындаган, жараланган жүрөгүмдү. Seneni bilbesin, seneni sezbesin, sen mendey süböysün canım. Sıktanıp karaganın, göңүлдү bağlap ayaganın. Andağım amilindi,
Men kimdim tabalamın Oy baskan sanaların Oro bas dünüm jarıladın A balkim jorgup men Aytkim gelit sağa barın Вот так. Спасибо. Потрясающе, браво! Спасибо. Очень красиво, Андрей, браво. Ну и еще одну песню напою вам. Это как раз будет первая песня, которая скоро выйдет от именно уже Андрея Кочевника. Здесь Андрей Импульс. Это мой аккаунт уличного музыканта. Там я как вот именно уличный артист, а сейчас вот сольный проект. А это уже песня, одна из первых, она про то, что парень ищет свою любовь, никак ее не может найти, но он ее чувствует, он знает, какая она должна быть, видит ее в мечтах, во снах. И вот песня поется как бы неизвестной девушке, которая не дает спать, потому что она является ему в мечтах. Seni men taba elekmin, seni men taba elekmin, Kıyaldağıday, oyduğuday. Жүрегімдің есін altınday. Бар екеніңді білемін, sen üçün barım berimin, İzdep seni gelemin, baktındın senin sebebmin, elestetim seni kündü. Erkeledim seni tündü, tünümenen uyku kaçar, Жүрегім seni kaçan tabat. Seni men taba elekmin, seni men taba elekmin, Kıyaldağıday, oyduğuday. Жүрегімдің esin altınday. Tabam seni, sügon menin, Makabattın altın keni, Жалғыздық жынбейт meni, Бақтылу қылам мен seni, Sensiz ömür baştapayım, Kıyalımdı başka almaşpayım. Kumarga sensiz batalbay, İzdeyim senin çırağım, ay. Seni men taba elekmin, seni men taba elekmin, Kıyaldağıday, oyduğuday. Жүрегімдің esin altınday, altınday. Там еще будет куплетик, как вам припевчик. Браво! Чон Рахмат. Потрясающе, блестяще. Спасибо большое, Андрей. Колоссальный труд проделан. Просто мелодика языка, на мой взгляд, передана в каком-то сногсшибательном, фантастическом ключе. Я никогда не видела, чтобы русские так говорили по-кыргызски. Спасибо большое. Пели, да? Пели. Вот насчет говорили. Да, Наверняка кто-то говорит. Я думаю, придет момент, пели. я начну учить язык. Мне пришла такая идея. Это как, знаете, иногда кыргызы разговаривают. Кыргызский, и хоп, русское слово. Да. Поэтому кыргызский, хоп, русское слово. А я могу некоторые слова, наверное, начать заменять на кыргызском. И я могу разговаривать на русском, да. а тут иногда где-нибудь какое-нибудь кыргызское слово. Я думаю, это будет очень мило и прикольно. Да, это хорошая практика. У меня одноклассник эмигрировал в Нидерланды лет, наверное, 6 назад. И когда он только пытался учить нидерландский, ну, понятно, нидерландский довольно не распространен для людей, выходцев из Сибири, а мы родились в маленьком городе в Сибири с одноклассником, с земляком. И он немножко знал английский. И он, конечно, говорил преимущественно на ломаном английском и вворачивал нидерландские слова. Да, действительно было так, а сейчас он свободно владеет, поэтому я думаю, что да, это обязательно повод для успешной реализации. Да, я думаю, что все получится. Спасибо. Да.
Спасибо огромное. Так хочется спросить, да, а можете ли сыграть что-нибудь? Да, конечно, я уверена, что вы можете, но хотите ли вы сыграть что-то еще? Или если мы двигаемся дальше к интервью, перейдем дальше к вопросам, потому что слушать такую виртуозную игру и такое душевное исполнение можно бесконечно. Ну, я бы не сказал, что у меня виртуозная игра. Я не профессионал каких-то соло и так далее. Я очень много практиковался, получается, как бы играю сам себе, да, чтобы я мог и петь, и играть одновременно. У меня самые простые аккорды, у меня нету замысловатых аккордов, поэтому я просто хорошо себе аккомпанирую. Вот слово. Да, наверное, я когда вот здесь сказала виртуозно, да, я имела в виду действительно не Зинчука, вот какие-то, да, пассажи и произведения, или там гитаристы Металлики, какие-то соляги, да, а я имела в виду именно действительно вот это умение, знаете, вот мне кажется, что героизм и успех в нашем, в человеческом мире это не всегда что-то сверхъестественное и такое экстраординарное. Мне кажется, что умение устойчиво стоять на ногах в любой ситуации это намного важнее, чем какое-то резкое, но выдающееся высказывание или какая-то яркая вспышка. Хотя это, безусловно, да, ребят, напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Я думаю, что, конечно, гении важны. И я совершенно не обесцениваю таланта, экстраординарных способностей за гранью человеческого представления. Бывают такие вещи, что просто поражаешься. Но умение знать свои сильные стороны и умение на них полагаться вот уже 11 лет, я считаю, что это виртуозно. Спасибо большое. Так, продолжаем наше интервью с Андреем. Сегодня у нас в гостях уличный музыкант, человек, который специализируется на организации и представлении уличных концертов уже вот 11 лет, для тех, кто только присоединился. Итак, давайте продолжим наши вопросы. И следующие вопросы будут про культуру и искусство Кыргызстана. Конечно, мы это и обсуждаем в рамках нашего интервью, но тематическое сегодня так совпало. Ну и блок вопросов как раз этому посвящен. Есть ли что-то, из чего, кроме песен, которые посоветовали друзья из Кыргызстана, из чего можно черпать вдохновение? Вот, например, были ли вы в художественном музее или, может быть, видели какие-то другие ремесла, искусства, что-то, что вам показалось витиеватым, необычным, и то, о чем можно спеть или написать? Мне, конечно же, очень нравятся вот эти орнаменты, которые изображаются на национальной одежде, в дизайне интерьера используются. Я вот даже покупал себе рубашку недавно, и здесь вот увидел вот такие угловатые, я подумал, что это что-то такое, нужно соответствовать, мне вот нравится это. А также мне нравится местный музыкальный инструмент камус, как он выглядит, как он звучит. Я себе еще его не приобрел, планирую приобрести, планирую даже освоить, как на нем играть. Я думаю, мне это дастся гораздо проще, чем человеку, который не играл на музыкальных инструментах. Какие-то культурные места, как вы спросили, я не посещал. Я вот как-то музыка, и все, что касается музыки, увидел камус, видел, как выступают на нем, видел национальную одежду. И, конечно, хочу отметить, это, наверное, именно национальная достопримечательность, гостеприимство. Потому что куда бы я ни приехал выступать, меня сначала накормят, или если я сначала выступаю, потом не отпустят, пока меня не накормят. Вот вопрос как раз тот, который всегда мне хотелось задать, но как-то не было возможности, а здесь, видимо, он появилась. Вы ведь действительно выступаете часто на праздниках, и можете немножко рассказать про культуру тоев глазами россиянина, который вот приехал и адаптируется на территории Кыргызстана, потому что я на тое ни разу не была. Но об этом ходят легенды, слухи такие положительные, да, поэтому расскажите немножко, если были. Я думаю, они очень отличаются от российских свадеб. В России уже как-то они такие осовремененные, они пытаются сделать каждую свадьбу уникальной, отличающейся. А здесь, по большому счету, все свадьбы, они достаточно стандартные. Конечно, там играет современная музыка, там выступают современные артисты. Стандартно я имею в виду, что
Традиционные, да, да? традиционно выходят большими семьями. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Там младшие говорят, старшие говорят. Перед каждым музыкальным каким-то номером всегда много слов, много напутствий, много пожеланий. Вот. Что-то такое. Интересно. А той это свадьба или это все праздники? Я думаю, это все праздники. Все праздники, да? Мгм. Наверное, это просто переводится Просто как праздник. Праздник, Мгм. мероприятие, да. А они уже разные делятся. Вот, например, мы будем писать песню, точнее, она уже написана, на Кызузату, это проводы невесты. Мгм. Вот. Это отдельный такой праздник, он практически как свадьба, потому что я выступал на Кызузату, также собираются родственники, также, Мгм. я бы сказал, полноценная свадьба, но вот именно это проводы невесты там. Так интересно. Мгм. Да. А что они практикуют? Есть ли какие-то обычаи, которые вы заметили, закономерности? То есть нужно ли выкупать невесту, как у нас, или это больше про, ну вот в русской культуре то, что называется плач, да, когда уходит, значит, невеста, в фольклоре, да, фольклористы. Расскажите что-нибудь об этом, пожалуйста. Вот, ну, родители, родственники, они как бы вроде плачут, да, и девушка точно 100%, я знаю, что в фольклоре в русском плачет, что она уходит. Вот здесь как? Не могу Что-то- подробно Мгм. ничего про Да, это да, да, сказать, да. не заглянул Мгм. вот в эту сторону. Ага, ага, ага. Ну, конечно, да, и действительно, особенно для нас, вот я делала проект один здесь с коллегами. Сейчас расскажу, что особенного для нас в понимании кыргызских праздников, особенно национальных, да. Вот я делала один проект по кураку. Курак — это лоскутное шитье, кыргызское национальное, где каждый орнамент имеет, во-первых, название, во-вторых, он что-то значит. И часто делают такое свадебное покрывало, тоже не помню, как называется, но идея в том, что пришивая элементы орнамента, невеста, ну, как бы программирует свою счастливую жизнь, да, она думает о том, что бы ей хотелось получить, при этом я вот сейчас боюсь ошибиться. Ключевой? Отлично, я запомнила. Да, то есть память подсказал. Спасибо огромное. И Бакыт, наш оператор, тоже подсказал. Спасибо огромное. Вот, действительно, и в рамках Кючуго можно не только, как мне объяснили на мастер-классе, делать свадебный такой посыл, да, свадебное наставление для своего мозга, для своей какой-то будущей жизни, но также и реализовывать какие-то желания. Это вот как у нас доска визуализации, что-то такое очень интересное. Вот. И Интересно. Интересно, да, вот я подумала, что особенного для нас, для представителей другой культуры в праздниках, то, наверное, что мы не понимаем символизм, да. Пока, да? Пока, потому что нам еще предстоит с этим познакомиться. Вот, спасибо. Мне бы, наверное, хотелось еще поговорить про... Мы говорили про туризм, но вот про уникальность и особенность природы. Сейчас ведь и экологическая повестка очень важна, и повестка инклюзии, социального действия очень важна. Ну, какие-то такие шаги, которые бы помогли сделать общество еще более спокойным, еще более таким коллаборирующим, да, склонным к какому-то партнерству, к защите природы. И есть ли какие-то у вас идеи, может быть, мысли, может быть, вы видите, что есть какие-то темы, посвященные, например, природе, в культуре, да, кыргызской, какие-то мотивы, или вы бы хотели создать песни вот на эту тему? Что скажете? Или об этом еще, допустим, ну, не думали и не планировали думать, а я вот тут думаю. Хороший вопрос. Да, я особо много об этом не думал. Единственное, что навеялось, когда я слушал вопрос, то, что вспомнилось, конечно, что иногда много мусора есть, да, когда куда ты идешь, куда ты едешь. Но именно последний, наверное, год заметил и несколько волонтерских движений, что реально люди ходят, убираются, и на это обратили внимание. Вот. То есть был момент, что было много мусора, сейчас начинает это сглаживаться, много говорят про смог еще. Люди знают проблемы. Я думаю, и про мусор все это проблемы все известны. И, конечно же, в глубине души, я думаю, каждый хочет, чтобы везде было чисто.
чтобы природа процветала, ни в коем случае не загрязнялась. И вот об этом я подумал. Да, это интересно, потому что я тоже сейчас думаю о создании какого-то такого искусства, которое бы, может быть, к этому тоже привлекало внимание. А уж мы знаем точно и видели сегодня, что музыка привлекает внимание и вызывает очень сильный эмоциональный отклик. Что касается дальнейших планов в Кыргызстане, например, да, вы сейчас сотрудничаете с музыкальным лейблом, есть ли какая-то идея выхода, может быть, на международный уровень? Ну, понятно, мы и так на международном уровне, но, может быть, на англоязычный рынок, например. Как думаете? Вот тот проект, который сейчас у меня появился, это вот буквально новости последнего месяца. И для меня это сейчас уже очень большой прорыв. Да. Я к нему уже отношусь как к чему-то очень большому и важному в моей жизни. У меня даже был такой момент, немножко уже увядания, я немножко уже устал от своей деятельности, и у меня был такой внутренний морально-духовный запрос на то, чтобы что-то сделать с моей деятельностью, как-то ее трансформировать, потому что, например, в теплый сезон, который длится 5-6 месяцев, я очень много выступаю. Летом я практически каждый день по 3-4 часа выступаю, и я от этого, ну, как бы уже немножко устал, хотелось чего-то нового, и, конечно же, в жизни любого певца, в жизни любого творческого человека всегда встает вопрос, что пора начинать что-то свое, вот. И тут вдруг ребята, которые были подписчики, я был у них на слуху, что-то свое придумали, поговорили, и вдруг мы сошлись. И вот для меня сейчас это уже очень большой шаг вперед. Мы начали обсуждать, что будем делать и англоязычную, конечно, песню, но я думаю, если мы сможем здесь стать очень известными, и если меня уже любит народ Кыргызстана, и если меня еще сильнее полюбят, и когда я захочу выйти на более высокий уровень, народ меня поддержит. Да, я тоже в этом уверена. Спасибо, что поделились. И это так важно, то, что вы рассказали. Мне хотелось бы еще спросить подробности того, что вот вы познакомились с подписчиками, да, они тоже релоканты. Просто это интересно, да, если, допустим, представители русскоязычного комьюнити, вот те, кто создал музыкальный лейбл, да? Нет, это местные Местные, кыргызы. это местные. Это местные кыргызы, Потрясающе. это ребята, которые большими здесь проектами занимаются, строят здесь здания. Это большие ребята. Это Шерский, это Чингис, он художник, он продает картины, в которых интеллектуальный такой замысел, он берет несколько концептов, соединяет в одну картину. Круто, здорово, здорово. Я заметила, что сейчас у нас на интервью такой вайб, когда границы стираются. То есть вот мы часто говорим в интервью, и вы видели, да, я тоже так составляю вопросы, чтобы потом ученые могли, допустим, информацию черпать, да, структурированно, чтобы было все. И поэтому вопросы иногда повторяются. Ну, для социологов, например, это полезно. Вот, но сегодня мы видим, как ответы на те же вопросы, которые мы задаем, принципиально другие. Мы сейчас говорим о стирании границ. Мы видели несколько интервью также, да, вот, допустим, вы можете посмотреть, ребят, выпуск с Еленой, с гидом, которая в 4-м поколении живет в Кыргызстане, и уже есть родственники, в том числе у нее тоже азиатская внешность прекрасная, да, но она этнически когда-то была выходцем из семьи Романовых, не царей. Вот, но это тоже очень интересно. И сейчас, когда мы говорим про музыку с Андреем, мы понимаем, что действительно, посмотрите, люди разных, скажем, социальных слоев, да, люди разных этносов, люди разных культурных предпочтений, вкусовых предпочтений в искусстве, например, сходятся в одном – в любви к музыке, к этому невербальному, эмоциональному способу выразить свой внутренний мир. И это так волшебно, когда ты приезжаешь в другую страну, и просто потому, что ты умеешь говорить на языке, на котором говорят все на планете, да, все на планете, ты умеешь заинтересовать тех,
кто, с одной стороны, частично на тебя не похож, а с другой стороны, имеет такую же природу, как и ты. Мы очень похожи на самом деле. Мгм. Мы говорим все на одном языке и душой чувствуем все одинаково. Просто на нас навешаны ярлыки всякие Мгм. разные и имея представление о другом народе. Я не знаю, что бы я делал, как бы я думал о Кыргызстане, о кыргызах, о других азиатских странах, Казахстан, Узбекистан, если бы я сюда не попал. Мгм. Я жил в России, я думал, Россия и Россия. Вот есть Россия, есть Америка и есть Запад. Мгм. Мое мнение о людях поменялось. Мгм. Я полюбил людей больше. Я понял, что, все люди прекрасны. Мгм. Здесь прекрасные люди, здесь добрые люди. Они ценят человечность. Что еще добавить? Ну вот, я тут хотел подчеркнуть, что когда ты не путешествуешь, когда ты не видишь других людей, ты можешь только думать о них что-то, что тебе кто-то сказал или кто-то тебе где-то показал. Мгм. Но это все не так. Действительно. Если это что-то плохое. Если это что-то хорошее, то, скорее всего, это так. Да, действительно, реальность совсем другая, и она какая-то более спокойная, наверное. Вот я бы не сказала, что вот эти все нервы, которые связаны с тем, что мы не знаем, что там, да, они на самом деле оказываются такими же. Вот когда мы путешествуем, наверное, мы видим действительно, что все люди пытаются просто образовать свой быт, создать свой уклад, и это естественно и очень привлекательно выглядит, куда бы ты ни приехал. Что бы хотели пожелать ребятам, которые хотят посетить Кыргызстан, а возможно даже остаться здесь жить? Смело лететь, проверять, смотреть, общаться, путешествовать, наблюдать своими глазами. Это обязательно. Спасибо большое, Андрей, что вы пришли. И вам спасибо, что пригласили меня. Благодарю и за подарочек, и за прекрасное музыкальное сопровождение, и за насыщенное, яркое, полное смыслов интервью в рамках проекта «Устная история», который посвящен практикам переселенцев из русского сообщества, да, русскоязычного, русского культурного сообщества и адаптации ребят здесь, на территории Кыргызстана. Я ведущая Алена Маслова. Смотрите другие выпуски, друзья, и, конечно, до новых встреч!